Добрый день! На сегодняшнем видеоуроке мы поговорим о такой проблеме, как нарастание жировой ткани в переходе, шейно-грудном переходе. Очень часто эту проблему называют вдовий горб. Она, как правило, возникает у женщин в возрасте 45-55 лет, и это название связано с тем, что как раз лет 100 назад женщины теряли обычно супруга, и поэтому называли вдовьим горбом. Одна из проблем, она может иметь гормональное нарушение, когда происходит климакс, изменяется гормональный фон и меняется способ отложения жира. Однако время показывает, что помимо нарушения гормонов может быть избыточный вес. Эта проблема очень часто имеет функциональное нарушение в области использования своих мышц. Потому что сейчас уже у молодых людей можно обнаружить это изменение, оно еще не так явно, не так выражено, оно встречается и у мужчин. Это связано с нашим нарушением подвижности в переходе шейно-грудного отдела. То есть это та область, которая становится малоподвижной. Соответственно, кровообращение уменьшается и создаются предпосылки для разрастания так называемого похожего на липому, это жировое разрастание в этой области, которая и страшит женщин, потому что она ограничивает им возможность в выборе одежды, они испытывают дискомфорт летом. Давайте попробуем небольшими упражнениями разобраться, как садимся на стул. Как правильно сидеть, вы можете посмотреть видеоролик, который записан нами, и можете обратить внимание, что положение кистей должно быть так, как у нас большой пальчик ладонью направлены в сторону бедер. То есть, если мы будем скручивать руки, у нас будет тут же укорачиваться малая грудная мышца и перерастягиваться лопатками. Поэтому положение кистей важно. В этом положении мы обращаем внимание на плечи и лопатки. Медленно, не спеша, мы поднимаем две лопатки вверх, тянем плечики в сторону ушей и плавно-плавно позволяем им по ребрам скользнуть вниз. Медленно, не спеша. Понаблюдайте, можете ли вы плавно приподнять лопатки вверх и также медленно и плавно опуститься вниз. Почувствуйте, сколько движения как раз появляется в области грудопоясничного, шейно-грудного перехода. Медленно вверх, пауза. И теперь попробуем выполнить это движение в 2 раза медленнее. Чем медленнее мы выполняем движение, тем больше понятно, где возникает лишнее напряжение, насколько у нас симметричное движение лопаток, и плавно-плавно вниз. Ощутите это скольжение лопаток по ребрам. Сначала движения, возможно, будут прерывистые, возможно, вы невысоко сможете поднимать плечи, со временем ваша амплитуда увеличится. Теперь мы будем поочередно поднимать плечо, медленно, не спеша, поднимаем одно плечо, при этом наше другое плечо не реагирует. Второе плечо, мягко опускаем плечо одно вниз и второе плечо вниз. Важно, чтобы мышцы у нас работали без включения противоположного плеча. Почувствуйте, как теперь каждая лопатка скользит отдельно. Ощутите, насколько это легкое движение, как вы им управляете. Возможно, вы перехватываете дыхание, напрягаетесь, снимайте это напряжение. И еще один раз, медленно, почувствуйте, как с каждым разом движение становится все более легким. Замедляемся в 2 раза, медленно, не спеша, стараясь не включать никакие дополнительные мышцы. Очень часто подъем плеча приводит к тому, что человек наклоняет к этому плечу голову. Убедитесь, что вы не делаете движения, поэтому я рекомендую первое время все-таки подсматривать в зеркало, чтобы не было этого движения шеи к плечу. Еще разочек медленно вверх, плавно вниз, медленно вниз и вниз. Теперь попробуем сделать круговое движение плеч. Медленно, не спеша, как будто мы что-то одеваем на себя. Пробуем прочертить мягко круг. Следим за тем, чтобы наша голова, шея не включались в это движение. Почувствуйте, как лопатки уходят вверх, затем расходятся в стороны. Опускаясь вниз, они движутся в сторону таза. Затем, когда мы уводим назад, они собираются вместе, медленно, не спеша. Почувствуйте, что движение синхронное. Выполняем еще один раз. И теперь мы пробуем удлинить это движение, то есть сделать его гораздо медленнее.
Ощутите, что ваши руки висят, что вы их не тянете вместе с плечами, что вы не включаете мышцы, а положение ладони направлено все так же в сторону ваших бедер. Очень хорошо. И пробуем выполнить другое движение. Когда мы наоборот двигаемся назад, мы как будто снимаем с себя какую-то одежду. Мягко, не спеша. Не торопитесь. Чувствуйте, что каждый круг, который вы очерчиваете, позволяет вам расслабить область верхней порции трапеции. Отпустить напряженные лопатки. Почувствовать, как мягко и легко они могут скользить. Еще один раз. И теперь мы пробуем сделать это движение более медленно, чтобы почувствовать, нет ли у нас где-то неточных движений, где-то дополнительного напряжения, не включается ли у нас шея в это движение. Ощущайте, как грудная клетка то в одну сторону прогибается, то в другую. Мягко. Заканчиваем движение. И теперь попробуем выполнить движение, когда одно плечо движется вверх, а другое вниз. Убедитесь, что вы не включаете шею. Для этого потянитесь макушечкой в сторону потолка. Ощущайте, если вы сидите, что вы находитесь на седалищных буграх. Если вы стоите, хорошо чувствуйте опору о стопы и почувствуйте, что вы не смещаетесь со стоп. То есть, когда вы работаете плечами, то вы не включаете дополнительно мышцы стоп. Еще один раз. И вниз. И вверх. Очень хорошо. Попробуем сделать это движение медленнее, мягко. Почувствуйте, как две лопатки скользят в противоположном движении. Еще чуть-чуть медленнее. Очень хорошо. Отпустите, расслабьте. Почувствуйте, стало ли ощущение более приятного, комфортного состояния. А следующее упражнение мы выполним в положении лежа на спине. Лежа на животе. Для этого ложимся на коврик и ложимся на живот, разводим локти в стороны, собираем наши пальчики, создавая такой ромб небольшой, то есть чтобы было место для нашего лба. Самое главное в этом движении – это почувствовать, как наши лопатки и плечи при подъеме двигаются в сторону таза. Медленно, не спеша, делаем вдох. На выдохе мы сокращаем мышцы таза, мягко отпускаем лопатки в сторону таза. И чувствуем, что мы не давим низом живота в сторону пола. И плавно-плавно чувствуем, как лопатки скользят обратно. Еще разочек. Медленно, не спеша. Лопатки. И потом плавно чувствуем, как они скользят вверх. И еще раз. Мягко. Ощущение включения лопаток в движение. И вниз. Лицо остается параллельно полу, голову не запрокидываем. И вниз. И последний раз. И вниз. После того, как вы освоите движение, мы переходим к следующему движению. Оставляем предплечья параллельно, максимально прижимаем к ребрам. И нам очень важно почувствовать, что в тот момент, когда мы надавливаем локоточками, у нас раскрываются плечевые суставы, и лопатки двигаются точно в сторону таза. Медленно, не спеша. Вдох, на выдохе нажимаем предплечьями локоточками, поднимаемся вверх. Вдох, на выдохе мягко опускаемся вниз. Еще раз вдох. Чувствуем, как мы надавливаем локтями, предплечьями вверх. Медленно, не спеша, на выдохе опускаемся вниз. Еще раз, мягко. Убедитесь, что когда вы поднимаетесь вверх, вы не давите животом в пол. Медленно возвращаемся вниз. Почувствуйте, как лопатки, двигаясь к тазу, растягивают область перехода шейно-грудного. Мягко вниз. И в последний раз медленно поднялись вверх, животом не давим. Пытаемся удержать это положение. Мышцы включены. И еще чуть-чуть выше. И медленно, плавно вниз. Заканчивая движение, можно поставить руки на четвереньки, потянуться в сторону пяточек и растянуть мышцы спины. И не спеша садимся. Выполняйте эти упражнения регулярно. Обратите внимание, как в повседневной жизни вы используете свои лопатки и плечи. Есть ли подвижность в этой области?
Получайте удовольствие, и вы быстро заметите результат. Вы почувствуете ощущение комфорта и большей гибкости в шейно-грудном переходе. Обратите внимание, как вы дышите. Постарайтесь не дышать верхней частью грудью. Это тут же позволит освободиться мышцам шеи, и вы тут же услышите ощущение большего комфорта. Успехов!